Preparation for departure. So in a few minutes we will be on our way over to Latvia to Vänster. Привет, allihopa! Поэтому... Välkommen till Estland. Vilken жуки? Это обычные жуки. Harmless жуки. Утилка. Ulitка. Утилка. Улитка. Ulitка. I like turtles. Привет! Меня зовут Алиса, я дизайнер, продакт-дизайнер, UX-дизайнер, UI-дизайнер и, в общем-то, это моя профессия. Помимо этого, мое хобби — я путешествую, собираю это в видео и потом люблю пересматривать и показываю вам. Сегодняшнее видео про Латвию. Я записываю его немного с опозданием. Ну как немного? Много с опозданием. Само путешествие случилось в апреле 2024-го, сейчас уже конец 2024-го, поэтому как вышло, так вышло, буду стараться делать это вовремя. Наше путешествие началось с того, что мы сели на машину в Стокгольме и поехали в Латвию на пароме сначала. То есть мы доехали до парома, около часа, наверное, и от Стокгольма до ближайшей остановки паромной в Латвии это 9 часов. Плыли мы ночь, совершенно незабываемая ночь на пароме с друзьями, где мы вечером перекусывали колбасками и разными вкусными штучками, и высыпали, смотрели в окошко на темное море. Было хорошо, в общем. I have actually two Russian passports. Preparation for departure. So in a few minutes we will be on our way over to Latvia to Vänster. Кайфуют жестко. Жесткий кайф. Утилка. Утилка. Улитка. Ulitка. Сначала мы решили доехать до Риги, побалдеть там, и потом поехать в домик, который мы сняли, а домик у наш был на берегу моря, чуть-чуть подальше Юрмалы, кстати. Почему кстати? Потому что Юрмала — это откуда-то из детства. На Юрмале всякие фестивали, всякий балдеж. В общем, наш домик был где-то в той же стороне, где Юрмала, потому что мы ее проезжали ближе к домику. В Риге была шикарная погода, светило солнце. Кстати, почти все дни было солнце, за исключением того дня, когда мы уезжали, был дождь. Но, в общем, с погодой нам повезло. И в Риге мы погуляли по центру города. Центр в Риге напоминает чем-то обычный европейский город в центре. Однако очень много где можно заметить вот это присутствие советское. И прям какие-то дома, которые прям очень напоминают Россию. Portrait or landscape?
самое главное, что мы нашли в Риге рынок, на котором нам удалось закупиться и овощами, и фруктами, и вообще, и сладким, и соленым. И мы очень были рады. Особенно круто было, что мы понимаем все на свете, знаем, что мы покупаем. В общем, это было классно. Я обманывать не стану, потому что там они вкусные. Все говорят по-русски. Скажем опять. Давайте. Нам нужны Ого, какие-то какой виноград, вы видели? Это что, виноград? Annoying enough that I don't think I would try. That's the really thing I learned on YouTube. Watch YouTube video to learn what the fishes. Когда мы приехали в дом, то с удивлением обнаружили, что на территории дома живут две шикарные собаки. Собаки сразу же подняли нам настроение, и к нам вышли хозяева этого дома. Они жили в соседнем домике. Мы познакомились, и, собственно, с этого началось наше отдыхание в этом доме, которое в большинстве своем свелось к тому, что мы играли в настолки. Мы играли вообще мне кажется, то есть мы просыпались, играли, засыпали, играли, перед сном, и прерывались днем на какие-то дела, и прерывались на поесть. Мне кажется, это прекрасные выходные. Beautiful picture. It's still beautiful. Yeah. Vad händer? Жуки? Vilken жуки? Шершень. Даша, давай еще раз. Про жуков. Да обычные жуки. Harmless жуки. Most likely. Там просто регистрация здесь нормально. Да, обычные жуки. Ну реально. там. Короче, у них сейчас сезон спаривания. Они спариваются, у них любовь. Конечно, должен. Поэтому Hey, kommen till Estland. Эстланд. He thinks I'm in Estonia now. Jelly, Вот они у нас уже на пледе. Фу. jellyfish? What?
What is it? Жуки! What's жуки? Stop saying. Lisa, it's a dog. I'm chasing the dog. Hello, Freya. Также в один из дней мы съездили посмотреть на то, что нас окружает. Мы нашли деревеньку, в ней нашли замок, качельки, и я, к сожалению, ничего умного не скажу, кроме как просто полазили, и было хорошо. Жесть, как же тупо я говорю. Ну ладно, неважно. Вот, что было дальше? Почему-то у меня, боже, у меня какая-то красная штука. Ну, почесала немного, ничего страшного.
Это видео, говорите. Привет, allihopa! Vi kommer från Lettland! Allt is good! Вот, сейчас полетели. Последний день нашего путешествия выпал на Пасху. У нас Джош, собственно, человек из Великобритании, и мы из России. Даша, Паша, я. И у нас ожидания от Пасхи немного разные. Ну, не глобально, но разные. Поэтому с нашей стороны мы подготовили кулич и яйца. А Джош со своей стороны подготовил нам свое традиционное празднество Пасхи. Он запрятал по всему дому русские конфеты, которые он купил в Стокгольме. То есть он сходил в магазин русский в Стокгольме, закупился русскими конфетами, привез их в Латвию и по дому распрятал все эти сладости. И у нас были задания для того, чтобы мы эти сладости нашли. В общем-то, это было очень весело и забавно, особенно что мы не привыкли так отмечать Пасху. Получилось мультикультурно. Спасибо, Джош. If you win, the cherubs stand in stony silence, having all been petrified by their very own of the monster turn. Each hero takes 1 die of general damage for each cherub in their line of sight. General damage means anything. Stony gaze. Whenever you enter a tile that has line of sight to a cherub that was not in your line of sight at the start of your turn, take 2 dice of general damage. У меня была тарелка овощей, а овощи Ну что, все картинки красивые я показала. Если вам понравилось, конечно же, ставьте лайк и подписывайтесь. А следующее видео будет об Амстердаме. И это просто обязательно надо посмотреть, потому что мне кажется, что там получилось прям шикарно, потому что время года было идеальное. И вообще, надо смотреть. На этом все. Спасибо. Пока-пока. Кошка, поросёша. Эй.